Приветствую вас, мои подписчики. Хочу сегодня продолжить серию интересных, глубоких раскладов. И сегодня вас ждет такой аналитический расклад, который позволит углубиться в понимание себя. Но прежде чем мы начнем расклад, обязательно сигнификация. Сигнификация вам поможет разобраться, подходит вам этот расклад или не подходит. Давайте посмотрим. Что же вы за человек? Вы человек, который обладает достаточно большим жизненным опытом. Вы человек, который научился принимать достаточно мудрые решения. Человек, который наполнен эмоциями и радостью, который уже научился принимать жизнь такой, какая она есть, и находить радость в жизни в любом действии, в любой ситуации, в которую бы он ни попадал. Вы умеете отдыхать, вы умеете работать, вы понимаете, как ценна жизнь. Вы человек, который знает, какую он берет на себя ответственность. Он понимает, какой выбор стоит перед ним. И если он знает, что этот выбор не по плечу, он его никогда не сделает. Это человек, который не будет принимать каких-то опрометчивых действий, резких, быстрых действий, которые бы, скажем так, привели к каким-то негативным результатам. Вы не будете лезть в душу другому человеку, следить, как живут другие люди, ведь вы в первую очередь заинтересованы в собственной жизни, в собственном развитии. Вы не торопитесь жить, вы как бы смакуете жизнь и пытаетесь получить от этой жизни максимум удовольствия, максимум опыта, и, наверное, поэтому вы наполнены такой энергией мудрости. Вы человек, который цените эмоции и чувства. Вы будете, скажем так, очень хорошо относиться к любви, к пониманию, к дружбе, вот к этим таким теплым эмоциональным состояниям. Вы не будете бросаться этим и не будете грустить. Вы будете понимать, что если вдруг что-то в жизни не получилось, то это не значит, что жизнь на этом окончилась. Нужно продолжать и находить новые силы. Вы человек, который, может быть, на сегодняшний день вы чувствуете, что что-то вам не хватает. И, скорее всего, вы будете стремиться к пониманию и обретению чего-то нового. Может быть, это будет учеба, может быть, это будут какие-то новые события, в которые вы будете себя погружать. Таким образом, вы очень хотите, чтобы ваш мир преобразился и наполнился чем-то новым. И сейчас вы стоите, скажем так, в таком состоянии, которое бы вам бы хотелось, чтобы оно привело вас к некой стабильности. Это, скорее всего, материальная стабильность. Может быть, у вас есть какие-то особенности с работой. Вы, возможно, не удовлетворены работой. А может быть, вы сегодня без работы ищете что-то новое, пытаетесь найти себя совершенно в новом ракурсе. То есть на сегодняшний день, я бы сказала, вы ищущий человек, который хочет что-то новое приобрести в этой жизни, понять в этой жизни, преобразовать свой мир. Вы человек, который наполнен эмоциями, ну и человек, который не будет совершать каких-то опрометчивых поступков. Вы стремитесь к своей стабильности, вы стремитесь к своему материальному благополучию. Вот для такого человека сегодня и наш будет расклад. Ну что ж, давайте посмотрим, какие вопросы мы сегодня раскроем. А вопросы будут следующие. Мои сильные стороны, мои слабые стороны. Как я могу обратить свои слабые стороны в сильные? Какие качества следует развивать в себе? Мои возможности. Что у меня на сегодняшний день, какие препятствия, как я могу наиболее полно использовать свои возможности и как реагировать на препятствия, чтобы извлечь из них пользу.
Давайте попробуем еще разложить карты из другой колоды, чтобы наш расклад был наиболее полным, да? Сильные, слабые стороны. Как я могу обратить свои слабые стороны в сильные? Что нужно развивать? Мои возможности, препятствия. Как я могу наиболее полно использовать свои возможности и как реагировать на препятствия, чтобы извлечь из них пользу. Возьмем еще одну колоду, которая тоже дополнит наш расклад и позволит нам более глубоко заглянуть в ваши пределы души. Ну что ж, давайте посмотрим. Естественно, что я буду использовать еще одну колоду, чтобы дополнять, если вдруг что-то будет непонятно. Ну что ж, мои сильные стороны. Ну, я бы так сказала, что вы очень сильный человек. И карты нам показывают, что вы можете справиться, в принципе, с любыми препятствиями. Вы человек, который одарен, скажем так, вот этой энергией продвижения. Вы как та река, которая течет, несмотря ни на что. Какие бы трудности ни происходили в природе, во Вселенной, вода несет и несет, скажем так, себя в пространстве. Вот вы такой человек, который, ну, практически невозможно остановить. Наполнен очень мощной энергией. Еще ваши сильные стороны. Вы всегда понимаете, куда двигаться. У вас нет ощущения, скажем так, я не вижу дорогу, я не вижу перспектив. Я всегда вижу, всегда мои глаза открыты, и я понимаю, куда мне нужно направить свое движение. Я не закрываюсь от мира, от пространства, в которое я попадаю. Я человек, который, скажем так, твердо стою на своих ногах, я анализирую то, что передо мной, и я всегда пытаюсь проникнуть в понимание моего будущего развития, моего будущего движения. Еще ваша сильная сторона. Вы человек эмоционально наполненный, наполненный такими хорошими моментами, как любовь, дружба. Вы человек, который любите свою семью, своих близких, знакомых, хороших друзей. То есть вы человек, который способен дарить вот эту теплоту отношений и взаимодействий. То есть вот я вижу, что ваша сильная сторона, она очень мощная. Еще человек вы, который не разрушитель по своей натуре. Вы человек, который наоборот стремится что-то создавать. Вы всегда делаете тот или иной выбор в своем движении. Может быть, в какой-то степени вы категоричны в своих выборах, но тем не менее всегда идете по намеченному пути. Еще немножко о вас. Может быть, не всегда принимаете мудрые решения, но вы всегда готовы над этим поразмыслить, порефлексировать и принять истинно верное решение. Вы человек гармоничный, эмоционально наполненный. Вы человек, который способный отдавать, несмотря на любые сложившиеся ситуации. Скорее всего, меня в большей степени смотрит женщина. Именно расклад будет, наверное, все-таки больше подходить для женщин. Ну, и я хочу сказать, что вы человек, который сегодня стремится к финансовому благополучию. Скорее всего, вы замужняя женщина, у вас есть муж, и вы вместе с мужем идете к своей гармонии. И нам карты показывают о том, что вы друг друга очень хорошо дополняете. И это ваша сильная сторона. Семья – это ваше все. Семья – это тот потенциал, который позволяет вам двигаться вперед, ну и вы дополняете семью вот этой своей гармонией и внутренним спокойствием. Вот такой вы необычный человек, и это ваши сильные стороны. Давайте посмотрим следующий момент. Мои слабые стороны. Что же у меня немножечко
не все хорошо. Значит, мой небольшой минус. Я не всегда могу вступать в адекватное партнерство. То есть у меня нюансы, которые, скажем так, создают некие противоречия с моими партнерами. Может быть, это связано с тем, что я порой делаю какие-то однозначные движения, однозначный выбор жизненный. То есть вот только так, а не иначе. Предпочитаю, нам показала первая позиция, об этом шел разговор. Вот это ваш как раз вот небольшой минус. Здесь вам нужно понимать, что это слабая сторона в вашем развитии, потому что ведь в партнерстве рождается много чего интересного. Это и ваше будущее дело, это и ваш бизнес, это и любые взаимодействия. Поэтому научиться адекватно контактировать и взаимодействовать с каким бы ни было партнером, это необходимое качество современного человека. Еще ваша слабая сторона. Наверное, это иногда вы впадаете в такие агрессивные состояния, когда вам крайне тяжело быть адекватным, и поэтому вы можете, скажем так, очень рубить с плеча и вести себя не очень красиво. Я бы сказала, когда-то и повысить голос, когда-то и даже унизить своего партнера. В этом есть вот ваш такой, скажем, слабый момент. Что же еще? Слабый момент, то, что вы не всегда можете, скажем так, в какой-то ситуации четко понимать, что происходит. У вас появляется некая путаница в голове, которая вам мешает разобраться в ситуации. А почему такая путаница возникает? Ну, это возникает с тем, что вы не всегда понимаете ситуацию досконально. Вот когда вы ее разложите по полочкам, те или иные моменты в жизни, то вам становится все понятно. Но если вы не чувствуете вот эту первое, второе, третье, четвертое, у вас в голове получается хаос. Видимо, вот этот хаос как раз и приводит вас к таким грубым аспектам поведения. Может быть, вот как раз вот это вхождение в такое состояние и появляется в результате какого-то неадекватного партнерства. Возможно и так. Это тоже ваша слабая сторона. Еще можно сказать о том, что вы не всегда готовы, я бы так сказала, долго ждать. Вам очень хочется, чтобы быстро решилась та или иная ситуация. Вы не хотите ждать и прикладывать каких-либо усилий. И это тоже может вывести вас из равновесия. Так как у вас очень сильный ум, вы можете решать очень сложные вопросы, вы интеллектуал, вы человек, который понимает и разбирается во многих вопросах, видимо, поэтому вам становится некомфортно, когда вы не контролируете ситуацию. Но так или иначе знайте, что это ваша слабая сторона, то есть эмоционально достаточно бурно реагировать, и научитесь это контролировать. Итак, давайте перейдем к следующему вопросу. Как я могу обратить свои слабые стороны в сильные? Что же здесь можно сказать? Наверное, надо всегда научиться прикладывать достаточно большие усилия. То есть много работать, много трудиться в той или иной ситуации. И, наверное, не принимать все близко к сердцу. Да, действительно, в каких-то ситуациях мы не всегда умеем контролировать, не всегда мы видим, что все идет так, как мы хотим. Но это не значит, чтобы впадать в какие-то эмоциональные стрессы, встряски и потом пытаться разобрать и разгрести, во что мы втянулись. Вы должны понимать, что не всегда будет стабильно, не всегда будет, скажем так, вы будете получать максимум материальных возможностей. Когда-то этого не будет, не всегда будет поддержка. Поэтому вот именно понимание того, что если я буду спокоен и совершать такие системные действия, они меня приведут к хорошему результату. И поэтому первое, когда вы попадаете в сложные ситуации, вам очень важно успокоиться, перестать эмоционировать и начать потихонечку двигать свое дело, свою работу, понимая прекрасно, что не все сразу же, не сразу же Москва, как говорится, строилась, нужно приложить определенные усилия. Как еще? Может быть,
понимать, что не надо останавливать весь процесс, да, нужно двигаться, системно двигаться, потихонечку, понемножку набирая обороты. А еще нужно сказать, что, может быть, поменьше общаться, не надо много очень говорить и взаимодействовать. Вот в таких сложных ситуациях стоит, может быть, уйти немножечко в тишину, да, преодолеть эту сложность, наладить контакты, да, и будет все замечательно. То есть ваша сильная сторона – это еще как раз вот умение налаживать контакты. То есть найти новых партнеров, найти новые варианты, новое взаимодействие, которые вас приведут к результату. Но помните, что всегда есть подвох. Извините. Всегда есть подвох, в который вы можете попасть. Но помните, всегда есть подвох, в который вы можете попасть. Как вот эта змейка, которая вас кусает за ногу. А может быть луна, которая путает ваши мысли и приводит их в некий хаос. Итак, ваши сильные стороны нам понятны. Следующее. Какие качества следует развивать в себе? Ага. Смотреть вперед с открытыми глазами, не бояться того, что произойдет впереди. Это качество вам изначально заложено. И вам его нужно дальше развивать, не бояться. И знать, что даже если передо мной змея, то я должен, как говорится, во все оружие встретить этого человека, эту ситуацию. Понимать, что в ваших руках есть ресурсы, которые позволяют вам развиваться. Вы должны понимать, что ресурсов у вас достаточно много, которые вам дают возможность двигаться вперед по вашей карьерной лестнице и так далее. А еще что нужно развивать? Во-первых, это развитие спокойствия. Да? Спокойствие, только спокойствие. Может быть, стоит на какое-то время просто залечь, да, и затихнуть, и подумать над тем, что происходит. Но, конечно, не доходить до депрессивных каких-нибудь там состояний, когда это граничить будет с болезнью и так далее. Нет, ни в коем случае не надо уходить. Просто полежать, помедитировать, подумать, что же со мной происходит. Вот это надо развить. То есть не эмоционировать, а достаточно спокойно. Еще что нужно развивать? Это взаимодействие, путешествия, контакты по миру. Потому что действительно в мире очень много интересных людей, интересных проектов, с которыми вы можете познакомиться и по итогу получить очень большой бонус. Вот это вот умение взаимодействовать с миром. Взаимодействовать, может быть, через интернет, может быть, через какие-нибудь онлайн-сессии и так далее. Просто в Ютубе посмотреть интересные ролики, которые вас раскроют с какой-то иной стороны и дадут возможность в очередной раз получить интересное развитие вас и ваших особенностей и способностей. Угу. Так, что же еще развивать? Здесь у нас разговор идет о том, что нужно себе представлять и пофантазировать то, что у вас впереди. Ведь если мы представим свое будущее, да, и представим то, к чему мы хотим прийти, то это нас будет, скажем так, постоянно подстегивать и давать нам возможность движения вперед. Вот эти мечты в будущее, они позволяют нам сформулировать цели, которые нас будут вести к определенному результату. Поэтому мечтайте, не запрещайте себе мечтать. Это нужно развивать в себе. И это будет способствовать вашему очередному движению вперед. Так, давайте посмотрим. Следующий вопрос. Ваши возможности на сегодняшний день. Ну, во-первых, вам надо отдохнуть, я бы так сказала. Получить удовольствие от жизни, ведь вы очень, скажем так, много движетесь вперед, развиваетесь. У вас очень такой большой очень потенциал, я вижу, да, по картам. И вы человек, который, ну, не останавливаетесь на том, через что вы проходите. Но вот именно вот эта вот ваша, может быть, вот погруженность в работу, она вам может мешать. Я вижу, что где-то вы устаете эмоционально очень, очень сильно переживаете, да, но ведь вы должны понимать, что впереди у вас новые встречи, может быть, и даже новая любовь. И как раз любовь позволит вам реализовать ваши возможности. Поэтому, может быть, не стоит бояться этих отношений, не стоит,
скажем так, страшиться того, что произойдет. А может быть, стоит вот погрузиться в эти отношения и отдохнуть. Отдохнуть через эти отношения и получить какие-то новые состояния. Вот смотрите, карта как раз нам говорит о том, что вам будет очень хорошо вдвоем и комфортно. И это ваша возможность, которая создаст для вас что-то очень хорошее, позитивное. Смотрите, карта в очередной раз говорит: отойдите от работы и погрузитесь в эмоцию. Успокойте себя, да, поймите, что как бы вы там не работали и не напрягались, все равно должно быть время для отдыха. И вот оно как раз сейчас для вас настало. Карта нам говорит о том, что отправляйтесь в какие-то длительные путешествия, придумайте себе что-то замечательное, интересное и обязательно это реализуйте, и у вас все получится. Может быть, стоит даже погрузиться немножко в себя, да, подвиснуть или зависнуть в ситуации для того, чтобы поразмышлять о том, что с вами происходит. То есть настало время для того, чтобы немножечко отдохнуть, а через отдых мы можем получать новые знания, новые возможности, новое понимание. Итак, отлично. Поехали дальше. С возможностями понятно. Препятствия, которые могут быть у вас на пути. Ага. Может быть, какие-то сложности в пути могут вас застать. Будьте готовы, что не все легко будет в этом продвижении. И карты говорят о том, что не все будут к вам благосклонны и относиться к вам, скажем так, только хорошо на позитиве. Не все будут готовы с вами чем-то поделиться, не все люди готовы вам чем-то помочь. То есть в пути, возможно, вам придется положиться только на самого себя, и вы должны это осознавать. Вот это будет в какой-то степени для вас неким препятствием. То есть вы почувствуете в этом некую сложность. Но вы знаете, что, как говорится, ничего в жизни не бывает легко. Всегда будут какие-то сложности, которые нужно преодолевать. Но я хочу сказать, что это вот тот небольшой минус, с которыми вы столкнетесь, потому что дальше-то карты показывают, что в этом-то пути это достижение того результата, в который вы хотите. То есть вы достигнете вот этого солнца, так сказать. А почему достигнете? В очередной раз карта нам показывает, что вы мудрый человек, то есть благодаря вашим знаниям, вашему опыту, в общем-то, вы достигнете результата. Как еще можно посмотреть на то, что, может быть, перед вами встретятся люди достаточно эгоистичные, в которые могут вас, скажем так, использовать. Поэтому будьте готовы к этому тоже. А может быть, встретятся люди, которые на порядок вас выше и в понимании многих вопросов, и вам придется нелегко, потому что нужно будет отстаивать свою позицию. Поэтому здесь можно посмотреть с разных сторон. Но все-таки хочу сказать, что вы сможете преодолеть эти сложности и по итогу выйти к результатам, которые бы вы хотели получить. Ну и выполнить ту груз ответственности, который вы на себя возьмете. И вы закончите такой достаточно сложный этап, который вас, возможно, отправит каким-то к новым пониманиям и к новым смыслам. Вам будет сложно что-то перейти с одного уровня на другой, но вы будете стараться это сделать. Переход, да, не будете грустить, будете стремиться к чему-то новому, да, и почувствуйте вот это удовлетворение. То есть, да, действительно сложно будет вам понять и оценить. А почему сложно будет оценить? Почему сложно? Ну, потому что вы вот как раз проявите где-то свою категоричность, жесткость, и это, возможно, вам будет мешать в отношениях с каким-то человеком. Возможно, это мужчина, может быть, это ваш муж, может быть, это, скажем так, человек, который вам помогает, наполняет вас, поддерживает в вашей жизни. Вот именно конфликт, жесткие взаимодействия с этим человеком как раз и станут вашим небольшим препятствием. Ну, надо вам с ним просто договориться полюбовно, скажем так, и придете к какому-то пониманию и получите то, что вы хотите. Вот такая вот ситуация в плане препятствий. Здесь все зависит от вас, как вы сможете простроить правильное взаимодействие так, чтобы не было проблем.
Как я могу наиболее полно использовать свои возможности? Давайте посмотрим этот момент. Так, значит, что здесь мы с вами видим? Ну, во-первых, не надо хитрить, наверное, так бы я бы сказала. Не надо придумывать какие-то проблемы для других людей. И еще я думаю, что, наверное, вы сможете выйти из вот конфликтного ситуации, которая у вас будет с мужчиной, наверное, все-таки вы выйдете достойно. Вот карты мне показывают, что мужчина согласится с вашей позицией и поймет, что вы были правы. А почему правы? Да потому что вы четко обрисуете проблему, не будете хитрить и обманывать, что вызовет доверие. Ну и вы предложите какой-то очень хороший вариант решения проблемы. Таким образом, вы используете максимум своих возможностей. Во-первых, вы будете стараться сделать это более гармонично, более тепло во взаимодействиях, и это тоже даст свой позитивный результат. Но знаете, что, конечно, не всегда все отношения складываются. Бывает иногда, что мы не можем, какие бы у нас замечательные возможности, простраивать адекватное взаимодействие. Поэтому полно использовать свои возможности мы должны, конечно, при, скажем так, человеческих, добрых взаимодействиях друг с другом. Поэтому не конфликтуйте, а старайтесь конструктивно решать вопросы. Ведь любой конфликт, он ваши возможности просто сведет к нулю. То есть вы не сможете быть сильными в той или иной ситуации, а вам нужно раскрыть свои возможности, насколько вы способны, и развернуть свою судьбу в правильном движении по часовой стрелке так, чтобы на вашей стороне стояла удача. Но я могу сказать, что однозначно у вас все получится, однозначно, и вы выйдете из этой ситуации очень и очень достойно. Так, что же нам еще карты говорят? Как реагировать на препятствия, чтобы извлечь из них пользу? Так, давайте посмотрим. Значит, во-первых, любую ситуацию раскладывайте четко по полочкам. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Понимаете, что здесь не может быть каких-то там непонятных состояний там в голове, иллюзий и тому подобное. Вот вы должны понимать, что из чего вытекает. То есть все причинно-следственные связи и тому подобное. Вот. А еще, наверное, надо действовать системно, осознанно, потихоньку продвигая то, что вы хотите. То есть нельзя стоять на месте. Может быть, стоит лишний раз не болтать, лишний раз не говорить о том, что происходит. И таким образом вы препятствия будете проходить очень успешно и поразворачивать ситуацию в свою пользу. Ну и недолго не надо ждать. Как бы, если вы видите, что что-то произошло, то надо это обязательно действовать в правильном направлении, которое вы для себя определяете. Что еще можно сказать? Ну, вот эта карта, она повторяет, да, она говорит о том, что не надо долго ждать, надо развиваться, развиваться и развиваться, да, то есть, как бы сказать, вкладываться, а не стоять на месте. Что еще? Ну, не нужно смотреть на ситуацию с какими-то страхами, эмоциями такими, которыми вы не сможете управлять, а наоборот, нужно эту ситуацию развернуть в свою сторону. То есть, как говорится, снять вот эти розовые очки и увидеть ее во всей красе. Да, немножко, может быть, будет страшно в плане, вот я вижу, ситуация связана с работой, но тем не менее. Вариант всегда будет. Другой разговор, а что вы выберете? Вот это вот очень важно для себя понять. Если вдруг так получится, что вы почувствуете, что ваша стабильность пошатнулась, вы должны понять, что да, это связано с этими внутренними какими-то проблемами и внешними конфликтами. Поэтому надо будет, наверное, занять такую позицию решительную и отрезать что-то, убрать. Да, действительно, сегодня это уже не нужно, оно уже не работает. И поэтому я отсекаю ненужное и понимаю, что это как вот то, что мне совершенно не нужно для моего дальнейшего развития. Вот такие вот, скажем так, моменты вы должны для себя очень хорошо уяснить. Ну и вот карта
закрывает наш весь расклад. Она говорит о том, что дальше вы должны уже самостоятельно размышлять о себе, да, и анализировать свое поведение. Максимум, что можно было вам сегодня, на сегодняшний день сказать, я постаралась до вас донести. Давайте посмотрим, что же Вселенная хочет вам сказать. Что же Вселенная хочет вам сказать? А Вселенная нам говорит: обращение вовнутрь, что я вам и сказала. Успокойтесь, ведь посмотрите, сколько со стороны на вас идет различного влияния и давления. Кто только не хочет, да, воспользоваться вашей энергией, вашей силой и так далее. На самом деле надо успокоиться и посмотреть как бы изнутри на то, через что вы проходите в этой жизни, на свой потенциал, как на сильные, так и на слабые стороны, понять, почему у меня сегодня препятствия, почему у меня сегодня наоборот идет движение. Совет еще какой от Вселенной? Старайтесь действовать, скажем так, моральными методами. Пусть это будут хорошие действия, которые не приносят вред ни вам, ни любому другому человеку. Вселенная говорит о том, что у вас очень много возможностей на сегодняшний день. Вы способны преодолеть себя, и вы сегодня находитесь в состоянии полета. Вы видите, что с вами происходит, скажем так, очень хорошо. Вот как этот орел, который порхает над своими землями. Всегда принимайте участие в жизни других людей, потому что именно человек отдающий, именно такому человеку рада Вселенная, и она всегда помогает в вашем развитии. Будьте дружелюбными, стремитесь всегда находить хорошее взаимодействие, говорит вам Вселенная. Смотрите на жизнь по-новому, не зацикливайтесь на старом, если действительно это уже отжило, а переходите в новое состояние, стремитесь к постижению нового. Когда-то что-то где-то нужно разрушить и уничтожить, просто уйти и перейти в новое состояние, да, это нужно. Иногда это больно и очень больно, но тем не менее, именно это разрушение позволяет построить нового себя. Посмотрите со стороны, да, на то, что вы делаете. Простройте некие проекции, и вы поймете, в чем вы не правы, каковы ваши ошибки. Понимаете, что бы вы ни делали, всегда это будут приносить нам переживания, но через переживания мы меняемся, мы трансформируемся и получаем новые знания. Отпускайте то, что вам на сегодняшний день действительно нужно отпустить, потому что не все мы можем контролировать в нашей жизни. Какие-то моменты мы должны просто оставлять в прошлом. Ну и за пределами иллюзий открывается новое видение самих себя, понимание, а кто я. Жизнь – борьба, без борьбы никуда не денешься. Замедляйте эти процессы, размышляйте, и всегда будет источник, который позволит вам набраться большой энергией, да, наполниться большой энергией, и научитесь управлять этими потоками этой энергии, и вы получите большой-большой результат. Вот такие пожелания от Вселенной вам. И напоследок, последняя карта, которая нам тоже даст небольшой совет. Давайте посмотрим. Наблюдай, слушай свое сердце, чувствуй. Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы. Если у женщины скалка, то совсем не факт, что будут пирожки. Дружба удваивает радость, а страдания делит пополам. Однажды ты вдруг понимаешь, что тебе совсем не обязательно жить так, как тебе говорили. Вот такой замечательный совет вы получаете от Вселенной. Всего вам хорошего. В очередной раз приглашаю вас на глубокие расклады на сайт Бости, а также приглашаю на индивидуальные расклады. Записываю видео и консультирую
если вам нужна помощь. Всегда ваша Лебедь Белая. Всего наилучшего. Спасибо за поддержку. Пусть вам вернется в 10 раз больше солнца, счастья, радости, теплоты вам и вашей семье, вашей близким. Всего хорошего.